Всем привет, ребят, с вами Алексей24 и проект GTA 5 RP. Как начать работать дальнобойщиком? И что для этого нужно? Сколько платят на этой работе? Об этом и еще более других нюансах ты увидишь в этом видео. Ставь лайк этому видео, устраивайся поудобнее и приятного тебе просмотра. В данном ролике я хотел бы показать и рассказать, как же начать работать дальнобойщиком. В принципе, здесь есть несколько таких критериев. Во-первых, персонаж ваш в игре должен достигнуть 7 уровня. Как достигаем 7 уровня, нам обязательно нужно мчаться в автошколу. Я, в принципе, сейчас этим и пытаюсь заняться. Там нам нужно купить то ли права, то ли лицензию. Сейчас, короче, посмотрим. Везде все абсолютно по-разному. В предыдущем ролике я рассказывал, как получить права категории Б на легковой транспорт. Так вот, для работы на дальнобое нам необходимо уже иметь права на легковой транспорт. Купить лицензию право на перевозку грузов, ее мы берем также в автошколе. Как вы уже видели, стоит она немало, $7000, но не пугайся сразу, эти деньги ты примерно за час работы отобьешь обратно. А теперь нужно ехать на стоянку, где можно арендовать грузовик и начать уже зарабатывать. Сколько будем зарабатывать и что да как, сейчас мы это посмотрим. Ну и вот, ребята, я подъезжаю уже к стоянке грузового транспорта, к стоянке грузовиков, где можно взять один из них в аренду и начать нормально работать. Первое-наперво мы паркуем машину. Ну вот, подходим к любому грузовику, нам повезло, сейчас весь сервер в качалке, полностью прокачивает свои мышцы, а может кто-то кошеварит на кухне, а я тем самым делом хочу просто арендовать грузовик и посмотреть, что да как. $1350, не нужно снова пугаться этой суммы, на самом ближайшем складе, который расположен к порту, ты всегда сможешь забрать стандартный заказ $1250. Без 100 баксов мы смело отбиваем потраченные на аренду деньги. Стоит заметить, именно до этого склада проще всего доехать по времени, но и поэтому и сумма заказа такая. Правда, есть еще один момент. Сама работа дальнобойщика, она такая же, как и автобусника. В принципе, нужно очень долго ездить. Вот мы видим 7 километров нам до цели. Хотя мне еще, в принципе, миссия, точнее не миссия, а работа инкассатора это напоминала. То есть едешь 10 километров до цели, долго-долго-долго, сдаешь бабки и опять пилишь, едешь. Если даже какой-то объект взял поближе, то банк почему-то по закону подлости всегда находился в 7 и 10 километрах. Я подъехал к складу, ребят. Вот я здесь. Сейчас, возможно, здесь нужен заказ. Выбор заказа. Порт. Всего лишь один заказ. Зарплата 1250. За заказы государства вы получаете меньше, чем от частного бизнеса. Я беру заказ. Если я его выполняю, я, в принципе, деньги за аренду грузовика полностью отбиваю. $1250 вы доставили заказ в порт. И я хотел, ребята, сказать, тише едешь, дальше будешь. Это фигня, она не всегда работает, потому что чем медленнее едешь, тем больше тебя сшибают. Обращаю ваше внимание на то, что заказы, привезенные в порт, мы получаем деньги на наличный счет. Не на карту, а на наличный. Это важно. Это все значит, что вас без проблем на трассе могут ограбить, и вы останетесь без своих денежек. Советую сразу после разгрузки груза в порту и получения наличных денег заскочить в банк, не полениться и перевести все деньги на личный счет. Проверьте, потом вы не пожалеете в потере времени. На момент записи этого видео меня ни разу не грабанули. Но пока у меня руки дошли до монтажа,
Меня уже, правда, пытались ограбить. Закончилось все тем, что меня протаранили так, мой грузовик улетел вверх, и, короче, его отбросило в воду. Мой герой благополучно утонул. Кстати, я даже не знаю, что правильно сказать по поводу ремней безопасности. Также и на работе на инкассаторах при интенсивном потоке машин на трассе, ну уж слишком часто кто-нибудь таранит тебя в лоб на полной скорости, и твой персонаж вылетает из лобового стекла очень далеко. Бывали случаи, что я потом свой грузовик вообще найти не мог, к сожалению. Самое удивительное, я всегда пристегиваю персонажа, хотя он пару раз эпично вылетал из грузовика, но такие моменты, я как понял, тоже имеют место быть. В общем, ребята, в любом случае пристегивайтесь. Сейчас, ребята, я не знаю зачем, но смысл игры показать, как работать дальнобойщиком у меня, поэтому едем мы на самый дальний склад и посмотрим. Во-первых, километраж будет огроменный, 11 километров, но мы специально посмотрим, какой оттуда будет заказ и вообще куда его везти. Но и хочу сказать, не все так плохо могло бы быть. На этом складе абсолютно рандомно появляются помимо заказов в порт частный заказ. То в какой-нибудь магазин, то в оружейный, в общем, на чей-то бизнес. Заказы дороже, чем заказы, подготовленные на порт. Если успел ухватить частный заказ, то тебе, приятель, реально повезло. Оплата за частный заказ приходит в Payday на карту, прям как на работе автобусника. И в этих самых дальних складах от порта самый дорогой госзаказ — 1550 баксов. Но хочу обратить ваше внимание, частные заказы, за которые деньги приходят на карту, они появляются рандомно. То есть, когда он есть, вы его возьмете, когда его нет, просто придется ехать в порт. Коммерческий заказ на магазин просто такой мне выпал. Бывали случаи за коммерческие заказы и по $2000, и $2500. Мне самый дорогой заказ падал за 3000 баксов. Но это было, правда, всего один раз. Теперь, наверное, надо озвучить, ну сколько же наконец зарабатывает дальнобойщик? Ответ на этот вопрос не совсем легкий. Да дело в том, что на него ответить со стопроцентной точностью ну просто нереально. На заработок дальнобоя влияет множество факторов, такие как склад загрузки, коммерческие или госзаказы, количество игроков на сервере и плотность движения, состояние грузовика. Да, плотность движения влияет на скорость грузовика. Когда играешь ночью, в тебя никто не врезается, и твой грузовик несется по трассе и доставляет груз быстро, без повреждений грузовика. Потому что обязательно днем каждый пятый по-любому либо встречный автомобиль, либо догоняющий обязательно влетит в тебя и протаранит. Я не понимаю, что за прикол бортануть дальнобоя, некоторые даже специально их подрезают. Причем не в один игровой день, а на протяжении вообще всей недели постоянно. Когда грузовик получал повреждения, например, у него искривились колеса, мы знаем, грузовик безобразно управляется. Но это грузовик, а не спорткар. А когда повреждены, например, колеса, получили там удар в передний бок, так грузовик нужно подруливать постоянно на трассе, и в поворот он входит хуже, чем пьяная корова. Все эти моменты влияют на скорость, а в итоге все это выливается в заниженный доход в час. Чтобы не быть голословным, скажу, что мне удавалось работать при следующих показателях. Загружался я на дальнем складе загрузки 13 километров от порта. В основном госзаказы брал, но и были заказы в порт. Работа происходила ночью, когда мало игроков было на сервере. Постоянно следил за состоянием грузовика. $7000 за час игрового времени у меня вышло. При частых коммерческих заказах у меня вылетало максимум 9000 баксов, но это был реальный потолок. Ты любишь кататься по автобану под любимую музычку? Тебя не пугает возможное ограбление на дороге? Ты хочешь зарабатывать, а не сшибать копейки на шахте или стройке? Тогда бери эту работу, и ты ни о чем не пожалеешь.
На этом видео подошло к концу, надеюсь, тебе понравилось. Буду тебе благодарен, если ты оставишь свой лайк и подпишешься на канал. А как тебе работа дальнобоя? Пиши ответ в комментарии. Увидимся в следующем видео, не переключайтесь, всем удачи и всем пока.